Революция не равна гражданской войне, мемориал Навальному в Лиссабоне, электроэнергия для Украины. Посмотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 9 ноября, 14:30. Продолжается дискуссия о будущем России и возможных путях смены режима. 4 ноября на своем канале общественный деятель Михаил Ходорковский рассмотрел страхи, которые вызывают в российском обществе слово «революция», и объяснил, почему она неравнозначна гражданской войне. В тот же день журналист Дмитрий Низовцев в видео на канале «Навальный Лайф» рассказал о проблемах эксплуатации и подавления регионов федеральным центром. В нем гражданская активистка из Коми Лана Пылаева поясняет, что деколонизацию или разрушение иерархии между Москвой и регионами не нужно путать с сепаратизмом. 2 ноября в Иране студентка Аху Дарьяи в знак протеста против преследований разделась до нижнего белья. Сооснователь We Are Iranian Students Киан Хабибиан рассказал каналу France 24 English подробности произошедшего. Храбрость Аху вдохновила художников. Обратите внимание на рисунки с девушкой в фиолетовом нижнем белье. 12 ноября в 9 утра пройдет церемония открытия мемориала в память Алексея Навального по адресу Руа Вишконте де Сантарень, 71. Алексей своим оптимизмом и несгибаемой волей дарил надежду на мирное и демократическое будущее миллионам россиян. Мы хотим, чтобы его завещание «не сдаваться» продолжало работать и скорее привело к свержению фашистской диктатуры в России. 17 ноября в 11 утра приходите к этому мемориалу. Мы с вами пройдем маршем до площади Хастородорыш под музыку российских артистов с антивоенной позицией. И проведем митинг против Путина, против войны и в поддержку Украины. Это марш солидарности с другими россиянами, которые против этого режима, с украинцами, которые борются со злом, которое мы не смогли обуздать, с политзаключенными, с пленными военными и гражданскими украинцами, которых этот режим пытает и убивает. Мы проводим наши акции не для собственного пиара или заработка. Мы хотим поддержать и стимулировать активность россиян в борьбе с путинизмом. Присоединяйтесь, для успеха нас с вами должно стать минимум в 100 раз больше. 7 ноября Министерство иностранных дел Великобритании объявило о крупнейшем пакете санкций с мая 2023 года, нацеленном на критические элементы российского военно-промышленного комплекса. При разрушенной российскими войсками большей части энергетической инфраструктуры эта зима для Украины будет очень тяжелой. Антивоенные активисты в Испании нашли по оптовой цене запрошенные официально украинскими госпиталями и школами портативные электростанции. Мы и ассоциации в других странах помогаем собрать необходимые 100 тысяч евро. Помогайте, времени мало, в Украине уже по ночам минусовые температуры. Также поддержите сбор для Orphans Feeding Foundation, который теперь называется Эмили. Они возвращают украденных российскими властями украинских детей. Пруфы и ссылки в описании. Подписывайтесь и помогайте.